Здорово всем, вы на канале School PV. Сука. Охуенное начало. Здорово всем, вы на канале School PV. Да, я охуел, я уже 2 месяца не выпускал ролики. Но у меня на это есть причины, на которые, конечно же, всем похуй, поэтому сразу переходим к ролику. В этом гайде мы продолжим изучать Стража, хотя нет, стоять! Мне плевать на то, что всем похуй, я все равно скажу, почему я не выпускал видосы. Дело в том, что эти 2 месяца я уже работаю практически без выходных. Ну как работаю? Впахиваю как ишак ебаный. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. Мне когда перепадает какой-то один выходной, мне не то что ролик снимать, мне, блять, с кровати встать, сходить посрать в падлу. В общем, я буду постепенно пытаться как-то возвращать свой старый график, чтобы выпускать хотя бы по одному ролику в неделю. Ну, если все будет складываться вообще еще лучше, то буду пытаться и чаще выкладывать. А теперь, собственно, переходим к ролику. В сегодняшнем гайде мы продолжим изучать Стража, но вернее, не совсем конкретно его. Все мы знаем, что с каждым персонажем рядом летает всегда наш спутник, наш напарник, который нас постоянно выручает во всех сложных ситуациях, помогает. Да, я сейчас про вот эту крылатую хуйню, которая летает вечно возле нас. В игре она называется Джин, кто-то ее называет фея, муха и так далее. Но правильно говорить сова, конечно же сова. То есть, ну, это реально сова, ну, вы видите, да, вот эти вот 2 глаза, охуевших таких больших. Вот, и видно, как она голову поворачивает вот прям за спину себе. По-любому за спину, потому что я вам сейчас показываю вид со спины. Так вот, мы рассмотрим, какие же скиллы нужно качать на Джине для Стража. Скиллы на Джине изучаются для любого персонажа по 2 критериям. Первый. Это исходя из того, за какой класс вы играете, как это ни странно, да, учитываем все его сильные и слабые стороны, чтобы слабые мы их как-то компенсировали, а сильные можно было дополнить и усилить их. И второй критерий это от того, какой вы игрок. PvP, PvE, может быть и то и другое, а может быть вообще хуй знает, чем вы там занимаетесь в игре. Неважно. Вот по вот этим 2 критериям. Хотя второй, он не особо важен, потому что, ну, в большинстве случаев все скиллы практически одинаково хорошо подходят как для PvP, так и для PvE. Поэтому основной акцент у нас идет на первый. Итак, что мы видим вообще, глядя на Стража? Мы видим очень серьезного дэмэдж-дилера, который может наносить хороший дамаг как физическими атаками, так и магическими. Поэтому сразу же бросается в глаза смертельный яд. Это дебаф на одиночную цель, которая увеличивает получаемый ей урон на 20%. То есть вы будете наносить больше дамага своими атаками, любыми и физическими, и магическими скиллами, обычной атакой, всем подряд. Очень хороший скилл, чтобы усилить его и без того серьезный дэмэдж потенциал. Второй скилл, который нам бросается в глаза, это естественно грязь. Это массовый дебаф, который уменьшает скорость передвижения у врага. Но это не самое главное. Главное то, что он понижает физическую защиту у противника. А так как наш Страж в принципе heavy класс, и у него все-таки физических скиллов больше, чем магических, этот скилл тоже идеально для него подойдет. Более того, он стакается со смертельным ядом, и кулдаун не особо большой у этих скиллов, то есть вы можете одновременно закинуть эти 2 скилла. Кинули грязь, и буквально через секунду вы кидаете сразу яд. А теперь представьте, если вы к этому всему еще повесите клеймо и жертвенный запал. Просто будет нереальный дэмэдж. Теперь посмотрим дальше, что есть еще такое у Стража, что можно было бы дополнить или компенсировать. А именно хил. У Стража есть всего лишь один скилл, который его хилит. И то его можно юзать только когда хп упадет до 40%. А ведь мы все знаем, что бывают такие ситуации, когда хирка, пельмени и аптека могут оказаться в КД в самый неподходящий момент одновременно. И тут нам на подбогу придет скилл Защитник. Очень хороший скилл. Применив его, у нас увеличивается хп на определенное количество процентов и будет хилить нас тоже в процентах. То есть, заюзав этот скилл, мы увеличим свой хп на некоторое время и вдобавок себя еще похилим, причем похилим по фулам. Очень хороший скилл, выручит в самой херовой ситуации. Также, касательно темы спасения, да, хила, как бы защиты, Страж хоть и heavy класс, но все-таки по защите он немножечко проседает. По крайней мере в начале, до того, как он заимеет обалденный шмот. Ну и даже заимев обалденный шмот, он будет проседать по магической защите. Не сильно, но все-таки будет. Более того, у него нет никаких бафов на физическую или магическую защиту. Да, если у Вара есть своя аура стали,
Плюс у него есть сутры, которыми он может играться и повышать свою физическую и магическую защиту. У оборотня того же есть облик тигра, который повышает конкретно его физдев, хотя он и без того у него большой. То у стража никаких подобных скиллов нет. Да, у него есть железная плоть, это повышает показатель защиты, однако 30 единиц на самом-то деле это не так уж и много, честно говоря. Поэтому очень хорошо нам подойдет скилл «Спасательная буря». Это баф, который вешается на нас, он повышает нашу скорость атаки, но это нам не нужно. Основное, то, что нам нужно с этого скилла, это то, что он уменьшает весь наш получаемый урон. Весьма неплохой скилл, поможет вам подольше жить в PvP драках. Ну или же, если вы на себя повесите очень много мобов. Да, это тоже бывают вот подобные ситуации. Вы навешали на себя кучу мобов на поляне. И вы такие, ох, я сейчас, блядь, поставлю карусель, нахуй, всех разъебашу. Вы ставите карусель, с вас спадает баф сена, и вам просто мобы ебало ломают. В этой ситуации он вам тоже поможет. Вы ставите карусель, да, вы видите, что с вас спал баф сена. Вы юзаете этот скилл. И мобы вас уже не так сильно пробивают. И вполне этот скилл может помочь вам выжить. Или, по крайней мере, дождаться КД пельменя, чтобы вот чуть-чуть осталось. Вы хаваете пельмени, все, и вы живете. А без этого скилла мобы уже давно бы вас поломали. Ну и третий скилл, конечно, на защиту. Это, я думаю, просто универсальный скилл, который нужен, наверное, всем. Это, естественно, чистая сфера. Обычная иммунка на 5 секунд. Его использовать вы будете крайне редко, но все-таки тоже бывают такие ситуации. Особенно в PvP бывают такие ситуации. Тоже, когда аптека в КД, 12-секундную иммунку и даже 8-секундную, и даже 6-секундную вы не можете схавать. Тут вас выручит 5-секундная. Единственный минус, конечно, то, что она сжирает с нас всю энергию с джина, и мы очень долго не сможем юзать другие скиллы потом, пока не пополнится наша энергия. Но тем не менее, он может нас выручить, мы заиммунимся и, по крайней мере, попытаемся успеть убежать. Итого у нас уже 5 скиллов. По сути, у вас уже места на джине не будет. Потому что, чтобы все скиллы изучить, естественно, нужен хороший джин. Однако я вам перечислю просто все те скиллы, которые очень хорошо подойдут стражу. А вы уже будете адаптироваться просто под своего джина. Вы будете смотреть, смотря какой у вас джин, да. Сколько скиллов вы можете изучить, и просто выберите для себя те, которые вам вот критически в данный момент необходимы. Пока вы не займете более классного джина, не сможете все эти скиллы разом выучить. Также, что мы еще видим, глядя на стража? Это недостаток чи. Вернее, не сколько недостаток, сколько проблема с ее набором. То есть у стража, по сути, мало скиллов, которые ему могут принести чи. Опять же, к примеру, да, возьмем того же Вара. У него есть сутры, у которых КД не очень большое, и он может ими играться и, в принципе, достаточно быстро набирать себе чи. На те же драки, на грани, то и вообще по фулам и кидать и то, и другое одновременно. Плюс у Вара есть кастеты. Он в любой момент может одеть кастеты, подойти к какому-нибудь НПСу, побить ему по ебальнику, и у него будет фуловая чи. У стража такой херни нет. Особенно если вы адский страж, то у вас и не будет скилла вот этого райского, который дает чи. То у вас будет еще больше проблем с набором. Поэтому здесь хорошо подойдет вспышка энергии. Да, у нее большой кулдаун, она тоже дохера требует энергии, однако, заюзав ее, вы получите весьма приличное количество чи. По крайней мере, пару раз бафнув себя и применив этот скилл, у вас 100% наберется чи для карусели. Этого с головой хватит. Дальше, что еще можно дополнить у стража? У стража есть такой уникальный скилл, которого нет ни у кого больше, а именно блуждающий призрак, который перекидывает все дебафы с нас на врага. Это действительно тот скилл, который делает стража стражем. Именно тот уникальный скилл, которого больше нет ни у кого. И вот под этот скилл мы тоже можем, точнее не можем даже, а мы обязаны под этот скилл адаптировать хотя бы одно умение у джина. Хорошо для этого подойдет заклятие князя. Он дает нам антистан, и с некой вероятностью на нас накладывается дебаф, который уменьшает нашу магическую защиту. А это ведь нам и нужно, ведь страж тоже бьет магией. Мы юзаем заклятие князя, перебрасываем его на врага, плюс юзаем еще наш закаленный меч, который уменьшает еще защиту от металла. Можно еще повесить смертельный яд, если это моб или босс, то еще и клеймо. И под это все дело это просто будет колоссальный дамаг именно вот всеми магическими скиллами, которые есть у стражи. И еще важный момент. Если вы изучаете заклятие князя, ни в коем случае его не максите. Чем больше вы прокачиваете этот скилл, тем больше уменьшается шанс, что на вас наложится дебаф. То есть антистан на вас повесится, а шанс того, что вы будете задебафаны, будет понижен.
Поэтому его нужно всего лишь изучить на единичку и не максите. Тогда будет самый большой шанс того, что дебаф на вас повесится. Это ведь нам и нужно, чтобы его перекинуть на врага. Ну и естественно, в принципе, тоже по дефолту, как и на любой класс, нам хорошо подойдет слово истины, естественно. Учитывая, что у стража всего одна ускорялка родная, мы можем ее, конечно, сразу же перезарядить, но тем не менее. Все равно бывают такие ситуации, когда нам критически не хватает скорости бега. И здесь нас выручит слово истины. Это баф на скорость бега. Он повышает нашу скорость передвижения до максимума, а именно 15 метров в секунду. Длится он, конечно, не так уж и долго, но скилл хороший, и он определенно будет нам полезен. Ну вот, собственно, и все. Вот я вам перечислил все такие скиллы, которые стражу, в принципе, необходимы. Мы с вами изучили скиллы, которые нас хорошо дополнят как дамагера, да? То есть понижаем физическую защиту, повышаем получаемый урон от любых атак. Мы компенсировали свой недостаток хила и защиты, и в то же время решили проблему с внезапной ситуацией, когда у нас вся аптека будет на кулдауне, да, а именно иммунка. Решили проблему с чи и сделали наш уникальный скилл еще более практичным, дополнив его заклятием князя. То есть мы прибавили в своем арсенале еще дополнительный дебаф, который по сути сделает нас еще более дамажным. Ну что ж, надеюсь, после этого гайда вы будете разумно выбирать скиллы для своего стража. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и репостите этот видос. Не отписывайтесь от канала, гайды будут на персонажей, на данжи, на билды, будет много всего интересного. Я постараюсь это все делать намного чаще и... Всем пока. А еще я вас немного наебал, да. Я 4 месяца не выпускал ролики. Вот.